Давайте поговорим про окрашивание. Этот крем окрашивается очень хорошо. Что мне больше всего в нем понравилось в плане окраски, то, что он просто чудесно воспринимает белый цвет. Масляный крем, когда вы добавляете белый, он становится непрозрачным, то есть он какой-то становится как неживой, поэтому в основном мы стараемся в масляный крем не добавлять, да, белый цвет. Фасолевая паста тоже, она приобретает другой оттенок, когда мы белый добавляем. А здесь вот вы добавили белый краситель, и он прям, представляете, становится белым. Это удивительно. Радуюсь как ребенок, потому что очень хочется иногда добавить белые цветы в дизайн, да, торта. А никак, елки-палки, приходится использовать натуральный цвет крема. А здесь мы можем выбелить. Получается очень красивый оттенок. Вот именно так замешивается крем, он вот так вот размазывается, такой как он, как лизун, по сути, когда его замешиваешь. Вот, ну что ж делать. Вот посмотрите, я добавила немножко белого, он стал беленьким. Вот давайте мы даже сравним, видите, он прям белее. Такой прикольный цвет, и он аппетитно смотрится, как крем. Ну, это есть крем, но смотрится все равно хорошо, как крем. То есть этот этап уже, да, интересен. Его можно выбелить. Так, я вот этот крем сейчас упакую в пакет. Ой, все прыгает. Крем прыгучий, поэтому все прыгает. Сейчас крем уложим, потому что мы снова будем делать градиент, как обычно. Так, залепили этот крем в пакет, по-другому не скажешь. Теперь мы немного придадим ему оттенок. Я взяла немного крема и придадим ему оттенок персиковый. Я беру персик 8 кредо и маленькую капельку. Для того, чтобы слегка окрасить этот крем, нужно немного красителя. Но здесь, знаете, сложность в том, что его сложно размешать. Определенное количество усилий нужно приложить, чтобы размешать, ровно распределить этот крем, потому что крем вязкий. Все как обычно. Берем небольшую часть крема, окрашиваем цветом. У нас есть яркий, да, вот он, этот кусочек яркого крема, вот мы его сюда прилепим. Берем немного совсем яркого крема и вмешиваем его в основную массу, потому что нам нужен прям еле-еле такой нежный оттенок персиковый. И до конца вы можете не домешать. Тут остались в крапинке, вот они. Пусть они останутся, они у вас будут очень красиво смотреться на цветке, когда выйдут таким вот неровным окрасом. Вот он, наш нежный крем. Мы его берем аккуратненько, он может у вас убежать. И перекладываем в тот пакет, в котором у нас был беленький крем. Все. Вот у нас, смотрите, какие нежные тона, красивые. Убираем. Теперь у нас осталась яркая часть. Мы добавляем крем. Вымешиваем. Нам нужно где-то на 2 тона ярче сделать. Получилось, да? Такой. Добавим немножко сюда основного крема и не размешиваем, а вот, так скажем, частями разделили и соединили снова в целое. Перекладываем во второй пакет с насадкой 124К. Она чуть меньше, чем насадка 125К. Так, немножко ее разровняем, да?
Все, пакетик лежит. Теперь нам нужно сделать нежно-розовый. Мы берем основной крем, вкладываем и берем розовый краситель. У меня два розовых. Первый это Americolor Electric Pink. У него уже все стерлось, здесь ничего не видно, никаких надписей, но это Electric Pink. И второй розовый, основной, который я пользуюсь, это розовый Электро. 19-й, фирма Credo. Чем они отличаются? Название у них по сути одинаковое, да? Тут Электро и тут Электро. Но цвет абсолютно разный. В Americolor Electric Pink обладает цветом конфетным. Он такой Барби розовый. Его хорошо использовать в какие-то небольшие цветочки на торте, но они будут ярким-ярким акцентом. Цвет неестественный розовый, но он очень приятный. Вот этот 19-й, это уже ближе розовый к естественному, когда вы добавляете совсем немножко, получается почти персиковый, когда добавляете насыщенное количество, получается такой холодно-розовый оттенок. Он очень приятный. И так как у нас крем сам по себе теплого оттенка, соединяясь с прохладным оттенком, мы получаем что-то среднее, ближе к естественному. Есть еще розовый светлый, ну, например, 21-й Credo. В любых красителях есть несколько розовых. Один холодный, как у нас здесь 19-й, другие теплые, как здесь 21-й. Это тоже розовый, но он ближе уже к оранжевым оттенкам, то есть он теплее. Сейчас мы будем использовать 19-й розовый Электро, и мы добавляем немного. Добавляем капельку. И все, что мы взяли, размешиваем на боковой стороне нашей мисочки. Вот, посмотрите, какой интенсивный цвет получился. Красивый, правда? Он такой холодный. Чтобы, например, сделать английские розы в таком, как в старинный букет, с темной зеленью, нужно добавить побольше вот такого розового и добавить немножко бордового и немножко фуксии. Получится очень изысканный такой, знаете, дорогой, красивый цвет. Из них очень красивые пионы получаются и английские розы. Мы берем немножко, совсем половину, да, даже меньше половины этого цвета и начинаем замешивать. Вот из такого замеса неравномерного очень красиво получаются розы. Они как будто палевые такие. То есть они как живые смотрятся, потому что есть розы, которые неравномерно выгорают на солнышке, которые только распустились. И вот именно так из такого замеса неравномерного будут выглядеть ваши розочки на торте, как живые. Очень красиво. Но сейчас нам нужен цвет розовенький, нежный для ранункулюсов, поэтому мы замешиваем практически равномерно. Небольшие у нас будут разводы. Так, вот смотрите, какой нежный цвет получился. Ой, убегает. Нежный цвет. Если сравнить его с нежным персиковым, то на первый взгляд они совершенно одинаковые. То есть если вам нужно нежный персиковый, вы также можете и розовым воспользоваться. Так как приглушает вот это, да, теплый оттенок крема, наш основной цвет. Ну, нам нужно более розовый, поэтому мы подмешиваем еще. Ну и, скорее всего, нам понадобится еще. Вот такой вот розовый приятный цвет. Наверное, я сделаю его еще интенсивней. Всегда замешивайте цвет сначала с небольшой порцией крема, и потом частями переходите в основную порцию. Небольшие разводы у нас остались. Это хорошо, это прекрасно. Мы добавляем в пакет, где у нас был интенсивный персиковый цвет, насадочка 124К.
Персиковый и розовый всегда хорошо сочетаются, но стараемся избегать сочетаний розово-сиреневый, потому что на всех этих кремах он смотрится, когда выходит розовый с сиреневым, смотрится грязно. То есть грязные оттенки появляются. Поэтому, если у вас вы в пакете собираете розовый, а потом сиреневый, обязательно между ними кладем прослойку белого крема. Ну, то есть максимально светлого. То есть вот у нас, например, розовый, а здесь сиреневый. И между ними кладем прослойку светлого крема. Либо не окрашенного, либо белого. И залепляем дырочки так, чтобы они не соприкасались друг с другом. У меня большая рука, поэтому мне такого количества крема более чем достаточно. Если у вас рука меньше, чем у меня, а это скорее всего, потому что у меня рука больше, чем у среднестатистического мужчины, вот, поэтому кладите меньше крема, оставьте, вот вы розовый положили часть, остальное оставьте в мисочке, потом доложите. Как бы я могу справиться с таким количеством крема, поэтому я положила. Как мы скручиваем пакет? Вы скручиваете, скрутку делаете 3 раза. Кладете на ладонь, на вот эту большую костяшечку. Вот так вот. Оборачиваете вокруг пальца. И закладываете вот этот хвостик сюда. Но здесь он просто не будет вам мешать. Этим большим пальцем вы прижимаете. Потом вы чувствуете, что скрутка недостаточно сильная, то есть она ослабилась. Вы можете подкрутить себе. Но это обычно как случается. Вам нужно подкрутить так, чтобы у вас верх тоненький всегда был наверху. Тоненькая вот эта часть насадки всегда наверху, поэтому вы автоматически все это в руке уже со скрученным пальцем, да, вы в руке себе подкладываете под руку насадку. Поэтому вы еще подкручиваете автоматически. Все, вот так вот пакет готов к работе. Основные движения – это движение руки, то есть у нас двигается вся рука. Это основное движение от локтя. Никогда насадка не идет вперед. Никогда. То есть всегда насадка за кистью. Это как, представьте себе, что вы красите стену и пытаетесь кистью вот так красить вперед. То есть у вас это бред, да? Никто так не делает. Всегда кисть двигается кисточка всегда двигается за кистью. И вы работаете точно так же. Если мы работаем обратно, насадка отстает. Если вы работаете вперед, насадка тоже отстает. Небольшие движения вы делаете самой кистью, основные движения руки на длинных лепестках. То есть вот так. Ну вот, пакеты мы собрали. И мы цветовые пакеты собрали для лепестков. Сейчас нам нужно собрать пакет зелени. Это практически всегда нужно. 104-я насадка, она используется для того, чтобы сделать листики длинные, для того, чтобы сделать чашелистники у цветков. Поэтому такая универсальная насадка, очень хорошая. Замешиваем зелень. Берем ту же самую мисочку, в которой мы замешивали до этого. Здесь остались какие-то розовые вот у меня кусочки от крема. Это все хорошо, наоборот, лучше чуть больше. Хорошо было бы, если бы тут больше осталось предыдущего крема, нам было бы легче замешать зеленый. Правило зеленого цвета. Мы никогда не используем зеленые оттенки чистыми. Ну, то есть мы не можем так вот взять, например, 41-й тархун. Это классический зеленый цвет. И просто его добавить. Вы испортите вообще просто все напрочь. Даже если вы сделаете шикарные цветы, вы просто все испортите. Зелень – это самый сложный цвет. То есть намешать зелень, вот это действительно серьезного подхода требует, и это действительно сложно. Для того, чтобы сделать цвет зеленый, подходящий к нашим цветам, самое первое правило – это смешиваем те оттенки, которые существуют уже у вас в пакетах. То есть мы что здесь использовали? 19 и 8, то есть розовый электро и персик. Здесь к зелени мы тоже будем подмешивать. Это чтобы проще было, да, чтобы не на глаз вам ориентироваться и на наитие, а такое небольшое правило. Здесь вы тоже, получается, будете использовать 19 и 8 для того, чтобы зелень привести в порядок. Так, мы берем крем и добавляем основной цвет зеленый. Чаще всего я использую 42-й. Идеально, если у вас есть какой-нибудь авокадо
или приглушенный зеленый. Я не могу прочитать это название на английском. Лаурель. То есть такой, вот знаете, авокадо. Пусть будет так. И основной цвет для зелени это черный. То есть вот у вас должно быть 3 или 4. Ну, тут еще тархуны. Это такой как зеленый лист, яркий ярко-зеленый цвет. Но из него очень иногда сложно вывести нормальный. Что мы делаем? Мы сначала добавляем, например, тархун, зеленый электро, точнее, 42-й. Цвет красивый такой, солнечный, такой приятный. Вот он. Такой солнечный, видите, такой радостный. Если это, например, какой-то нежный-нежный цветок, то, как бы это самый край, что вы можете сделать, это только смешать с белым, вот в таком состоянии, недомешанном, положить в пакет и сделать зелень. Но смотрится очень естественно, скорее всего, это можно сделать такой вот цвет на детских тортах, когда нужно поярче. А в любом другом варианте вы это приглушаете. Значит, как приглушить цвет? Вы добавляете 8-й, который мы использовали, персик для цветов, добавляете в небольшое количество. Потому что ваша капелька может окрасить, и у вас получится все коричневое. Сильно, да, слишком сильно окрасить. Мы берем часть того, что мы добавили, и вмешиваем в часть крема с другой стороны. Вот посмотрите, вот наш цвет, он уже более естественная зелень получилась сразу. Вот посмотрите. Красивый естественный цвет зелени. Обратите внимание, тоже до конца не промешивала, у нас здесь разводы. Уже можно вот это добавлять для цветов. Вот мы берем пакет. Добавляем сюда. Если взять розовый электро 19, вот он 19, розовый электро, тоже вмешать в часть крема, получится немного другой оттенок. Вот розовые очень любят пионы. Если вы делаете пион, то розовые оттенки в зелени это характерно. Также и для роз. Причем здесь нужно делать полосу. Вот наш приглушенный зеленый цвет. Вот он наш. Вот мы намешали, да, приглушенный. Потом мы, например, делаем полоску из розоватого крема, из розового. Сюда, в сторону мы прикладываем, сюда приглушенный. Добавляем обязательно светлый. Вот мы собираем эти полосы прям в нашей чаше. Добавляем светлый. Да что ж ты так катаешься-то, пригвоздись. Все вот так загребаем. И у нас получается очень красивая такая вот палитра. И мы ее ровненько вот так по ходу, как она идет, столбиком, вкладываем в пакет. Видите, это уже такая сборка посложнее. Вот она. И у нас здесь несколько цветов. Потом, в зависимости от того, как будет этот цвет выходить, вы можете подкрутить насадочку. Я уже покрасила. Подкрутить насадочку и отрегулировать, где какой цвет будет. Так, как сделать темный, например, цвет насыщенный, темную зелень. Темную зелень вы не старайтесь ее затемнить большим количеством зеленого цвета. Чтобы сделать насыщенную зелень, вам нужно, конечно же, да, добавить зеленый. Вот здесь я добавлю приглушенный, такой приглушенный зеленый лаурель Americolor 151. 151, да. Например, вот мы сделаем такой зеленый-зеленый.
хоть мы уже с исправленным зеленым смешали, ну, такая хорошая зелень получилась, темная. Вот, но она будет еще красивее и глубже смотреться, если добавить черный. Так, вот мы черный подмешиваем тоже в небольшую часть крема. Вот и получается вот такой вот красивый оттенок, темный. Его также можно собрать полосами, то есть мы собираем темный, потом темно-зеленый, потом между ними прокладываем светлый, который тут еще подмешается полосами, да, будет. И еще, например, хорошо бы сюда какой-нибудь добавить еще розовый. Вместо розового можно, естественно, использовать и фуксию, можно и бордовый использовать. То есть все эти оттенки годятся для таких ярких вкрапин цветовых в зелень. Вот такой пеги цвет такой получился. Очень красивый. Видите, какая эффектная зелень. И если сюда приложить еще и цветок, то получится, ну, уже красиво. Когда это на торте, именно из-за зелени, любой цветок может показаться либо эффектным, красивым, либо просто никудышним. Также столбиком по ходу цвета. Вот наш пакет с зеленью готов. Зелень на все случаи цветов. Ну вот, теперь мы счастливые, обляпанные красками, можем приступить к созданию красивых цветов. Основные цвета мы замешали, теперь нам нужны вспомогательные какие-то для мелких доработок. Ну вот, например, тычинки. Чтобы не использовать целый пакет для тычинок, ну, вы делаете, например, 3 цветочка с тычинками. То есть жалко пакет, да, насадку, все это. Берете небольшое количество крема, ну, примерно рассчитали, что на 3 цветочка хватит. И намешиваете цвет для тычинок. А тычинки тоже старайтесь делать более приглушенных оттенков. То есть не нужно делать их чистым цветом. Тычинки желтые чаще всего. То есть мы добавляем капулечку, вообще просто масюлечку такую вот, масипулечку желтого. Масипулечку добавили, и уже такой красивый цвет получился, такой нежный, нежно-желтый. Ну, здесь мне он не пригодится, такой нежный, мне нужно его немножко испачкать. Чтобы немножко его испачкать, вы можете использовать уже то, что вы намешали. То есть из насадочки выдавить слегка. Вот тут у меня зеленушка, да, выдавилась с таким, с оранжевым. Вот, подпачкали. Уже более такой светлый, естественный оттенок получился. Еще подпачкать нам нужно его тем же самым 8-м персик. Вот он, персик. То есть мы делаем, потихоньку добавляем красители и ищем нужный нам цвет. Потому что уже в голове придумали уже себе, что будете делать. Какой там оттенок будет. Ну, вот такой вот он нежный. Чуть-чуть поярче сделаю. Яичный желток, это 5-й кредо. Это, знаете, цвет, который что-то среднее между желтым и оранжевым.
И в него добавлю второй еще желтый чуть-чуть. Очень похоже на то, как художник замешивает цвет. Ну вот, прям закройте глаза, вы прям представьте на себе берет художника и краски. Вот вы также замешиваете. Видите, более интенсивный цвет. Можно его также приглушить снова зеленым, смесью зеленого. И эти два цвета соединить. Вот так. Снова такими вот не перемешиваниями, а больше дроблением. Все, у нас готово. Я потом вам покажу, как это использовать.